Проанализируйте самые кровавые серийные убийства в истории, и вы найдете длинный список мужчин, стоявших за этими ужасными деяниями. Однако не менее жестокая группа женщин, серийных убийц, совершала свои собственные массовые убийства. Несмотря на значительную разницу в количестве, женщины-серийные убийцы не менее смертоносны, не менее опасны, чем их коллеги-мужчины. Они совершали по-настоящему варварские поступки, безжалостно убивая своих жертв. Вы на канале Fort Crime, друзья, и сегодня я вам представлю несколько женщин, которых можно назвать настоящими монстрами. Их деяния история запомнила навсегда. Досматривай видео до конца, и мы вместе с вами выясним, кто опаснее в мире True Crime, мужчины или женщины. Устраивайся поудобнее, мы начинаем. Нэнни Досс. Она призналась в убийстве 11 человек в период с 1920 по 1954 год. Среди них были 4 из 5 ее мужей, 2 детей, 2 сестры, мать, внук и свекровь. Звучит очень ужасающе, не так ли? Правда об этой печально известной серийной убийце наконец-то раскрылась в октябре 1954 года, после того, как ее 5-й муж, Сэмюэль Досс, умер в больнице в Оклахоме. Вскрытие показало наличие в его организме огромного количества мышьяка. Досс призналась в длинном списке убийств, но была осуждена только за убийство Сэмюэля. Ее приговорили к пожизненному заключению. В конце концов, она умерла от лейкемии в тюрьме штата Оклахома 2 июня 1965 года. Известная под разными именами «Хихикающая бабуля», «Черная вдова» и «Леди Синяя борода». Эта женщина-серийный убийца часто называлась «убийцей одиноких сердец», ведь она знакомилась с мужчинами, которые оставляли объявления в колонках «Одинокие сердца». В детстве, в качестве хобби, она читала романтические журналы своей матери. Именно через них она знакомилась с большинством своих партнеров, которые в итоге и стали ее жертвами. Амелия Дайер. Хотя ее судили и повесили только за одно убийство, утверждается, что от ее руки в викторианской Англии погибло множество других жертв. После смерти мужа Дайер начала искать способы поддержать свою дочь. Через коллегу она узнала о пагубной практике. Получив образование медсестры, она в конце концов встала на путь фермера младенцев, это если дословно. А по-человечески, она была тем, кто принимал младенцев в свой дом и получал плату за уход и заботу. Но читающая фермерша, это еще одно ее имя, никогда не обеспечивала безопасный и любящий дом. Вместо этого она, кровожадная женщина, прикарманивала деньги и убивала младенцев. Либо голодом, либо удушением, либо введением средства с опиатом, от которого отказывало сердце. Это вещество также фигурировало в ее деле как друг матери. Учитывая, что Дайер совершала свои преступления на протяжении около 30 лет, вполне вероятно, что она была ответственна за смерть сотен детей. Миюки Исикава. Во время Второй мировой войны в 1940-х годах в Японии акушерка совершила поистине ужасающее детоубийство. Вместе с сообщниками Миюки Исикава убила около 103 детей. По ее мнению, у детей-бедняков не было шансов в этом мире, она просто избавляла их от будущих страданий. Исикава воспринимала жертв как брошенных детей и настаивала на том, что родители несут ответственность за их смерть. Несмотря на то, что за свои преступления она получила лишь 4-летний срок, ее убийства остаются самыми кровавыми в истории Японии. Хотя точное число погибших остается неизвестным, количество обнаруженных трупов и продолжительность времени, в течение которого происходили убийства, делают это количество тошнотворно высоким, что означает, что Исикава, возможно, является одной из самых страшных женщин-убийц в современной истории. Доротея Пуэнте. Она получила свое мрачное прозвище «Хозяйка дома смерти» за бессердечные преступления, которые она совершала в своем пансионе в Сакраменто, Калифорния. Ее мотив – деньги. В течение 6 лет Пуэнте отравила множество пожилых и умственно отсталых постояльцев, чтобы получить их чеки социального обеспечения. Она убивала всех, кто жаловался, и закапывала их в своем дворе. Соседи окончательно заподозрили неладное после таинственного исчезновения бездомного алкоголика по прозвищу Шеф, личного разнорабочего Пуэнте. В конце концов, ее вычислили и 11 декабря 1993 года приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Пуэнте умерла в тюрьме 27 марта 2011 года. Эйлин Уорнес.
Одна из самых известных женщин-серийных убийц всех времен. Эйлин Уорнес в 1989-1990-х годах убила 7 человек. В детстве она пережила много насилия, особенно со стороны своего деда. Ее печально известная серия убийств была показана на большом экране в фильме «Монстр». Эйлин содержала себя и своего любовника Тирию за счет проституции. Она утверждала, что ее убийства были совершены в целях самообороны против мужчин, которые пытались ее насиловать. Вероятно, она убила свою первую жертву, Ричарда Мэллори, в целях самообороны. Он отбывал 10-летний тюремный срок за насилие. Тем не менее, она была признана виновной и казнена штатом Флорида путем смертельной инъекции в 2002 году. Хуана Бараза. Она стала известна как убийца старушек за убийство 11 пожилых женщин, и скорее всего жертв было гораздо больше. Профессиональный борец Бараза имела трудное детство и мать-алкоголичку, которая позволила мужчине насиловать ее в обмен на пиво. Бараза затаила глубокую обиду на свою мать и винила их нарушенные отношения в том, что они заставили ее жестоко убивать нескольких одиноких пожилых женщин. Бараза забивала их дубинками или душила. Полиция сообщила, что в некоторых случаях имелись доказательства того, что перед смертью жертвы подвергались насилию. Сегодня она отбывает 759-летний срок в мексиканской тюрьме. Майра Хиндли, одна из самых страшных женщин-убийц Великобритании, была частью двойного акта. Майра Хиндли и ее любовник Ян Брэди спланировали и осуществили насильственные действия и смерть нескольких детей в Англии. Пара похоронила их в Садлворт-Мур в 1960-х годах. Хиндли и Брэди были сданы полиции братом Хиндли, который стал свидетелем того, как Брэди убил топором одного из мальчиков. Шокирует тот факт, что пара сохранила фотографии и аудиозапись одной из своих жертв. Женщина-серийный убийца, известная как самая злая женщина Великобритании, умерла в тюрьме в 2002 году в возрасте 60 лет. Шэрон Кин. Некогда преданная домохозяйка Шэрон Кин, известная как Стрелок, стала хладнокровной серийным убийцей. В подростковом возрасте Шэрон встретила Джеймса Кина. Вскоре они поженились, но также быстро возникли проблемы. Кин была большой транжирой и начала заводить романы с другими мужчинами в течение 4 лет после знакомства с Джеймсом. Вскоре Кин убила Джеймса, Патрисию Джонс, жену своего любовника, и, находясь под следствием за убийство Джонс в Мексике, человека по имени Франсиско Пардес Ордоньес. Она сбежала от мексиканских властей в 1964 году и с тех пор находится в бегах. Кэрол Банди. Она избежала 3-го абьюзивного брака, когда встретила Дага Кларка. После того, как во время ее романа с кантри-певцом Джеком Мюрреем она часто посещала различные заведения, Банди и Кларк встретились в баре «Маленький Нэшвилл». Их отношения бурно развивались. Кларк переехал к ней, и вскоре они уже делились друг с другом своими темными фантазиями. Банди удовлетворяла его желания. Она разрешала ему приводить в их квартиру женщин с низкой социальной ответственностью для занятия любовью втроем. Однако желания Кларка приняли развратный оборот, когда он заинтересовался 11-летней соседкой. Банди заманила девочку позировать для фотографий, чтобы удовлетворить желания Кларка. Но на этом все не закончилось. Кларк начал рассказывать Банди о том, как сильно он хочет избавиться от нее во время процесса. Кларк уговорил Банди купить 2 пистолета для осуществления его фантазии, и летом 1980 года они нашли своих первых жертв. Они стали известны как убийцы с Sunset Strip, поскольку они находили своих жертв, как правило, молодых работниц-эскортниц или беглянок в Лос-Анджелесе. Они заманивали молодых женщин в свою машину, убивали их, а затем избавлялись от тел. Но не раньше, чем Кларк совершал акты насилия. Тем временем Банди продолжала посещать выступления Мюррея, и в одну из таких ночей Банди призналась ему в убийствах. Чтобы он не рассказал полиции, Банди заманила его в свой фургон, чтобы заняться любовью, а затем застрелила его. Однако Банди оставила несколько улик, и в итоге и она, и Кларк были арестованы и обвинены. Банди обвинили в 2 убийствах и приговорили к тюремному заключению сроком от 52 лет до пожизненного, а Кларка обвинили в 6 убийствах и приговорили к смертной казни.
А на сегодня у меня все, дорогие друзья. Выводы делать тебе. Как считаешь ты, кто на самом деле опаснее? Женщины или мужчины? Я думаю, что над этим вопросом можно спорить бесконечно. А твои комментарии я обязательно прочту. Не забудь поставить лайк, если тебе понравилось это видео, и подписаться на канал. А также не забывай про наш телеграм-канал, в котором выходят анонсы новых видеороликов. Всем до встречи и всем пока.